Всем привет! Вы смотрите программу «Час пик». Я Алина Полянских. И сегодня у меня в гостях российская актриса театра и кино Амалия Мордвинова. Амалия, здравствуйте. Я еще помню то время, когда ни один громкий, яркий российский фильм не выходил без рыжеволосой бестии в главной роли. А если она была не в главной роли, то ее обязательно все равно запоминали, и они говорили. И потом, в какой-то момент, тишина. Амалия Мордвинова пропадает со всех радаров. Что случилось? Куда пропала Амалия? Если говорить географически, то я из Москвы переехала в Индию. Я переехала в штат Гоа, я какое-то время там путешествовала по Индии. Слухи о том, насколько глубоко я там путешествовала и насколько глубоко я была в гуанской культуре, наверное, слегка преувеличены, потому что это были мои годы моего счастливейшего солнечного материнства, когда малыши были маленькими, когда я приехала в Гималаи с трехмесячной Фимочкой, это моя младшая дочь, и с 2-летней Евангелиной, и с 3,5 года Германом. А моя старшая дочь Диана как раз именно в это время, это был 2009 год, когда она уехала с папой в Америку. Но кто что говорил? Одни кричали, что Амалия в секте, поэтому она бросила ремесло и уехала в Индию. Кто-то говорил, что Амалия просто попала под влияние какого-то псевдогуру. А третьи говорили, что она сбежала от себя и от своей личной жизни и личной драмы. Кто-то из них прав? Знаете, все это можно вместе сложить, и это, конечно, будет правдой. Кроме того, что понятие псевдогуру, гуру каждый находит для себя сам, не так ли? Вначале я встретила друга, который меня поддержал. Единственный, кто меня поддержал. Единственный. А в чем нужно было поддерживать? Я была абсолютно не удовлетворена тем, что я сделала. Я даже не хочу говорить в искусстве, потому что у меня язык не поднимается это сказать. Это были роли, которых мне не доставало, это были творческие союзы, которых мне было мало. Мне было мало того, что происходило в профессии, и мне почему-то казалось, что я сама в одиночку этого переломить не могу. Просто нужно очень хорошо понимать, что актер зажигается как звезда, когда его любит режиссер или продюсер. Меня любил как актрису, подчеркиваю это просто очень жирной чертой, как актрису, молодую актрису, там, с каким-то, может быть, специальным блеском в глазах. Мне было 18 лет, когда меня увидел Марк Захаров, который пригласил меня на главную роль. Вот тогда зажигаются звезды. После него я спорила с режиссерами, я с ними дружила, пыталась дружить, я с ними там что-то пыталась сделать и сотворять, но такого творческого тандема, который бы помогал мне сиять, как, например, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, вот такого у меня не возникло. И вот это меня бы никогда не удовлетворило. И тот же момент... Я думаю, те, кто знаком там, с духовной литературой, да, знают это понятие «выход из зоны комфорта». Вот порой мироздание предоставляет нам счастливую возможность не выйти из зоны комфорта, а просто пулей вылететь, с криками «караул» из этой зоны комфорта. Я вылетела. Я вылетела из личных отношений, из семейных отношений, из дружеских отношений, из творческих отношений и обнулилась. Развод стал каким-то триггером к отъезду, к разрыву и вообще к таким диким переменам? Да, безусловно. Это был самый главный триггер. А как это переживается? Но когда это первый развод, наверное, ты действительно это с болью несешь. Когда это третий, четвертый развод, неужели это действительно настолько сильно? Настолько. Я долго надеялась,
на то, что что-то может измениться. И больно было до тех пор, пока я надеялась. Но, наверное, мало верила. И сейчас у двух моих бывших мужей, которые являются отцами моих детей, старшей дочери Александра и 3 младших детей Вадим, у них сложились семьи. У Александра давно, у Вадима вот только что. И, наверное, в этот момент мне пришлось отпустить. Любой психотерапевт сказал бы: Амалия, что-то вы задержались в этом процессе, но это 3 детей, которые так нуждались. И я, которая так нуждалась в поддержке, потому что одного ребенка, наверное, можно воспитывать одной, но 3 это непросто, не только с материальной точки зрения, а это партнерские, паритетные отношения родителей. Как воспитать сына мужчиной? Как? Как воспитать дочерей счастливыми женщинами, если у них нет примера в лице родителей? Это очень непросто, если не сказать невозможно. Это надо быть действительно волшебником и магом. Что вообще может заставить людей расстаться, когда их объединяют 3 детей? Почему люди расходятся? Это меня задело. Однажды я встретила на Бали одну прекрасную женщину, которая проводила семинары, и в том числе она рассчитывала астрологические какие-то карты. И я помню, как она спросила меня о моем бывшем супруге, с которым вот у меня как раз 3 деток. Она спросила: а что это вы 3-то? Я говорю: ну как, Господь дал, Господь управил. Вот. Она сказала: да, странно, странно. Вы же очевидные транзитники. И вот тут меня прямо под сердце, как транзитники. Оказывается, мы можем думать, что играем главную роль в какой-то истории, а мы находимся на второстепенных ролях. Естественно, в своем мире мы всегда будем в главной роли. Но наша встреча, скорее всего, была встречей родителей. Я сделала абсолютно правильный выбор. У меня прекрасные отцы моих детей, которые очень любят своих детей. Это самое главное, это, наверное, то, что меня примирило вообще с этой ситуацией. Но вот этот вот момент транзитности, что люди могут быть созданы друг для друга, но на определенное время. Вы готовы к одиночеству? Хороший вопрос. Одиночество – это один из наших аспектов. У нас может быть вдохновитель, у нас может быть партнер, как мой учитель, с которым я провела вместе 7 лет. Мы не были партнерами как мужчина и женщина. Мы были партнерами как учитель и искатель. Человек, который ищет себя. И он не говорил, что я должна начать писать стихи, но он вдохновлял меня красотой своих формулировок. Я помню, одна из прекраснейших формулировок, ну так, для примера, чтобы вы понимали, о чем я говорю, это было, конечно же, вопрос: а что такое любовь? Если наша энергия – это внимание, то любовь – это направленный поток позитивного внимания. Так же, как ненависть – это направленный поток негативного внимания. И это настолько четко. Вы любите, настолько вы готовы уделять этому внимание. Я люблю книги, но мне некогда читать. Вы не любите книги. Это было красиво услышать и вот зафиксироваться в этом. Принять вдохновение, принять этот поток от учителя, но писать буква за буквой я могу только сама. И вот это одиночество как творческая лаборатория, это великолепно. Просто в этой творческой лаборатории не надо скучать. Вы можете сказать, что... Мы сейчас говорим о вашем наставнике. Да. Просто для тех, кто не в курсе, имеем в виду Игоря Игнатенко. Да. Вы можете сказать, что он помог вам найти себя? Вот вы себя сейчас нашли? Безусловно. Конечно. Но этот поиск, он никогда не прекращается. Потому что себя как находить, так и терять.
и выходить из себя, да, это даже в русском языке есть такое выражение, я вышел из себя, можно несколько раз на дню. Вопрос, вы находите, опять же, какой-то из своих аспектов. Вы находите себя поэтом, вы находите себя актрисой, вы находите себя матерью, находите себя возлюбленной. Это бесконечный калейдоскоп ваших аспектов. Опять же, сколько у вас есть. Но метод, как это делать, да, это дал мне Игорь. На тот момент, когда мы с ним познакомились, он уже 8 лет... Вот давайте я так скажу, и пусть меня правильно поймут. Он был никем, но именно в хорошем смысле этого слова. Поскольку к тому времени он уже потерял ценность того, что потерял 8 лет назад. А до этого он был известнейшим имиджмейкером в Москве. Он делал образы нашим звездам. У него в его салоне плюс школе стилистов. Только тогда вот она впервые появилась под названием «Райсат», обслуживались и приводили себя в порядок известные деятели российской культуры, учились известные сейчас уже и там, хорошо оплачиваемые стилисты. Вот тогда как раз российские звезды поняли, что самим краситься перед спектаклем нельзя. Или там перед концертом. Вот, то есть вот у него был такой вот багаж, бизнес, стиль, имидж. И судьба его отстранила от всего этого по его причинам каким-то духовным, да, 100%. Вот, и вот 8 лет он, как теперь уже можно понять, что он готовился ко встрече со мной, потом мы познакомились. И познакомились в нужный и важнейший момент моей жизни, когда у меня все кончилось. Он уже прошел тот путь, когда все кончилось у него, и вот он мне мог сказать, можно выжить. Поэтому я ему доверилась. У него был опыт. Он не книжки прочитал, что можно выйти из ситуации, а у него был опыт. То есть он пришел не с книжным ответом для вас, Амалия, нужно вот так, а он просто пришел со своим жизненным опытом, которому вы доверились. Да. Так выходит? Да, именно так. А вашим имиджем он занимался? Безусловно. Это смешная история, когда однажды я уходила из маленькой квартирки Игоря. Мы были соседями на Чистых прудах, обожали этот район. Я была в такой оранжевой норковой шубке, в каких-то безумных сапогах. У меня кончились теплые колготки. Я помню, что у меня колготки были такие черные в горошек. Вот. И в этот момент, пока я у него сидела в гостях, там, видно, стукнул мороз, я говорю: Игорюш, можешь мне какую-нибудь свою шаль дать? Потому что я знала, у него коллекция прекрасных индийских шалей была, вот эти пашминки тонкие. Вот, и он мне дал свою шаль, я, значит, стою у него, наматываю на голову эту шаль. Вот он смотрит на меня, а я еще при этом беременная. Поэтому я такой колобок на этих оранжевый такой апельсинчик пушистый на вот этих вот, на тонких ножках. И он смотрит на меня и говорит: так, Амалия, если мы начинаем работать, из всего, что я сейчас вижу, мы оставляем только мою шаль. Вот, поэтому он быстро доверил мне этим заниматься. Он просто дал мне понять, кто я есть, и дальше все пошло как по маслу. Вы сейчас себя комфортно чувствуете? В своем возрасте вы себя комфортно чувствуете? В России ведь совсем другое летоисчисление. В своем возрасте. Вы знаете, для женщины, конечно, вы знаете, потому что вы женщина. Конечно, важно, когда она любимая женщина, когда она вызывает восторг, когда ей говорят, поскольку центр, горловой центр – это мужская чакра, да, мужское изъявление, да, вот, чтобы восхваляли. И вот когда восхваляют, я как актриса, конечно, от этого зависима, поэтому, когда меня долго не восхваляют, я научилась восхвалять себя сама. Вот, это очень хорошо начинается с этого день, с восхваления, с того, что подходишь к зеркалу и говоришь: Боже, какая красота, милая моя, сейчас я тебя умою, ну и так далее. Если мы говорим о результате, Амалия Мордвинова сегодня, Амалия, которая нашла себя,
Кто она? Она актриса, поэт, мать? Она актриса, поэт, мать. Все, то есть все аспекты сейчас в полную силу. Нет, в полную силу нет, я бы так не сказала, поскольку, приехав в Америку, я, естественно, думала, что ой, как здорово, какой замечательный дом, какая прекрасная территория. Дети пошли в школу, и у меня был как раз процесс выхода книги. Концепция райского сада, она выходила не просто, потому что художник Леонид Лившиц, которого я пыталась торопить, он сказал в какой-то момент: Амалия, если я буду тебе говорить, давай пиши поскорее, ты напишешь поскорее. И поэтому я дала возможность художнику работать столько, насколько он хотел. Как вы вообще поняли, что время писать стихи? Вот сейчас Амалия Мордвинова будет автором. Знаете, они начали писаться. До этого они писались очень давно. Я была в школе, в последних классах. Меня вдохновила программа Эльдара Рязанова о Высоцком. Это был четырехсерийный документальный фильм. И я помню, что, посмотрев его, я вдруг написала какое-то свое первое гражданское, какое-то очень такое с гражданской позицией стихотворение, ну, поскольку музыкой и стихами Высоцкого навеяла. А потом, естественно, были какие-то романтические вирши. Потом наступило время концепции райского сада. И я делала концерты стихотворные, делала с прекрасными музыкантами, великолепными пианистами, но этого было мало. Опять же, вот такая я жадина в отношении этого процесса, поскольку мне необходимо быть услышанной в донесении концепции райского сада. Книга вышла, это был 2016 год. И выходила она и в один из самых трагичных моментов моей жизни. Уходил учитель. Стоп. Чай, вода? Нет, достаточно. Все Хорошо. Господи, так, сейчас. Это было интересно. Я приземлялась в Москве где-то в середине июня, там в числах 17-х, 21 июня. Я выбрала специально этот день. Там был какой-то удивительный рисунок звезд, которые говорили о том, что вот сейчас плод твоих стараний должен родиться, и именно в этот день он получит наибольшее количество энергии. И поэтому был выбран этот день для презентации книги в Москве. И по прилете в Москву я понимаю, что книги нет. А издательство «Слово» говорит: книга еще не пришла. Это был вот первый шок, с которым я все равно продолжала сотрудничать с помещением, заниматься какими-то стульями, репетициями и ждать, что книга появится в Москве. Наконец-то она появилась. Но ждать того, что Игорь появится в Москве, уже не приходилось. 11 июня он оказался в больнице здесь, в Америке. И когда его привезли, он говорил: давайте побыстрее, завтра у меня самолет. И мы начали переносить билеты, пока не поняли, что мы можем переносить их до бесконечности. Он был на презентации, он присутствовал по скайпу. Не уходи, не научив меня любви, надежде, вере. И только на своем примере учи меня и будь правдив. Неутомимый вечный спутник. И света преданный солдат. Амаль, но ведь смерть нас тоже чему-то учит. У вас как-то поменялось отношение к ней? В моей семье очень интересное отношение к смерти. Много лет назад, еще до ухода папы, еще до 2002 года, я помню, когда мама показала мне такое платьице, такое черное, с бархатным воротничком, бархатными пуговками. Вот, я такая: мам, что это за платье у тебя какое-то? Ну, я не сказала скучное, ну, какое-то такое, слишком взрослое. Вот, а мама тогда была еще молода, вот, и она сказала: это положи меня в этом платье.
Потом, через какое-то время, она сказала, что хочет быть кремирована и развеяна. Где-нибудь в горах, на Тибете. И я улыбалась этому, потому что я понимала, что, наверное, вот этот взрослый человек уже начал осознавать свой путь. И я так гордилась ей. Ни страха, ни какой-то тревоги по этому поводу, по поводу того, что она когда-нибудь уйдет, у нее не было и нет. И она живет, и я так счастлива, что она живет. Я не знала никогда другого такого человека, как моя мама, которая бы так легко относилась к неизбежности, к тому, что это когда-то произойдет. Учитель готовился изо всех сил, поскольку это все происходило очень неожиданно, то ему нужно было ускоренным курсом. Он не был настроен, я помню его слова о том, что вот только-только все так красиво расцвело, все так вкусно, все так пышно, почему же это мороженое дает только лизнуть? Может быть, каждому из нас на пороге этого события будет так казаться, ну, если это не Ринпоче, которые переходят из тела в тело, из жизни в жизнь уже осознанно, то, наверное, простым смертным это всегда непросто осознать, что все, уже пора, спектакль заканчивается. Но поклоны. Я знаю, что вы дважды меняли религию. Вы сначала приняли иудаизм, а потом ушли в буддизм. Зачем же мне еврейке принимать иудаизм? Мой раввин сказал, что женщине даже делать ничего не надо. Вот она уже рождена, и все тут. Я никогда не могла быть в традиции, поскольку я в ней не родилась. Моя семья крещеная, мои родственники мужчины по материнской линии всегда и долгие-долгие годы были православными священниками. Мой манифест, когда я появилась в Москве, когда мои педагоги Щукинского училища впервые пригласили меня в синагогу, где мне понравилось, потому что мне показалось, вот это мое место, и здесь я могу молиться, здесь мне хорошо. Это был выбор по хорошо, а не потому, что я поняла, прочитав список. Вы список того, что надо выполнять, видели когда-нибудь? Для юной актрисы это было просто технически невозможно. Я помню мой разговор с раввином московским. Это была удивительная мистическая встреча, когда я в Рош ха-Шана оказалась одна на балконе, пришла поздно, подумала, ну ладно, хорошо, никого нет, самое время попрошайничать. Мне предстояла премьера «Королевских игр». Не получалось. И сейчас я уже могу рассказать об этом, поскольку я долгое время держала эту историю в своем сердце как такую, только для меня важную драгоценность. Я попросила Бога силу, как я ее тогда понимала, дай мне это сыграть. Пожалуйста. И вот все мое дальнейшее творчество будет посвящено тебе. И у меня получилось. Я сыграла эту роль, как никто другой бы ее не сыграл. Наверное, именно получив поддержку этой высшей силы. Главное было выдержать договор. Но тогда в жизнь пришел буддизм. Или все-таки Бог един, а религия – это оттенки? Знаете, это, вероятно, какой-то журналистский misunderstanding, потому что все равно людям нужно написать, да, что это. Сейчас я попытаюсь вам объяснить свою позицию в отношении высших сил, которые названы в этом мире разными именами. Во-первых, деление существует только для нас, национальных, религиозных групп, там, кто за кем пошел, кто кому больше понравилось, кто в какой традиции родился. Когда я стала путешествовать, я поняла, что мне легко войти в любой храм, поскольку я не разделяю. И это один из самых главных подарков
который я получила, наверное, при рождении. Наверное, это кармический подарок. Не разделять и не отрицать. Отрицаю я человеческую реакцию. Мы лучше, чем вы. Мы верим в более правильное имя, чем вы. И наши традиции более... Я не знаю, что наши традиции более правильные, красивые. Может быть, красивый, да. Даже тут дальше уже о вкусах не спорят. Поэтому я не могу сказать, что я приходила в какую-то религию. Я из нее никуда не уходила. Моя религия единого Бога. Концепция райского сада моя религия. Ну, если говорить об образе жизни, я знаю, что вы вегетарианка, веганка, насколько я даже знаю. Сыроедка, кто-то даже пишет и говорит. Да. Как выглядит... Я сыроед в летнее время. В холодное время я не могу, я тепленькое люблю. Как выглядит образ жизни? Вы медитируете или выбираете молитву? Или и то, и другому, и тому, и другому есть место в вашей жизни? Какой образ жизни сейчас? Я вам скажу не по секрету, что то, что сейчас мы делаем с вами, мы медитируем. И если это осознавать, то хотя бы просто понять, да, есть осознание, есть понимание. Вот осознавать, что вредно курить, да, это не курить. А знать, что вредно курить, это можно покуривать. Вот, так если хотя бы понять, что наша жизнь есть разные длинные медитации, то уже легче. Медитация никогда не заканчивается. Вы сели прямо или не сели прямо. Вы, главное, сосредоточьтесь на себе, и что с вами сейчас происходит, и для чего вы это делаете. И будет медитация. И для этого не нужно будет обязательно ехать в какое-то определенное место, где как здесь медитируется, а вот в том месте не медитируется. Мне мешают, конечно. Медитировать всегда мешают. У кого дети, у кого муж, у кого бизнес, у кого мысли. Мне недавно чудеснейший молодой человек рассказывал, как он садится, и у него поток мыслей. Вот я пыталась сказать: миленький мой, так ведь у всех поток мыслей. Нет людей, у которых есть специальная ручка какая-то, как на газовой горелке, которая отключит наши мысли. Нет. Мысли всегда, как по дороге на хайвее машины будут лететь, и мы можем, конечно, попытаться заглядывать в каждую машину, то есть додумывать каждую нашу мысль, но это ни к чему не приведет. В конце концов, можно в медитации понять, что ты этот поток остановить не можешь, но ты можешь попытаться успокоиться и не направлять туда внимание, а они сами будут лететь мимо. Актерство – медитация для вас? Конечно. Это одна из самых сладких медитаций. Сейчас вы избегаете съемок или новых театральных проектов? Или наоборот, вы открыты к тому, чтобы попробовать еще что-то, если предложат в России? Чудесная история. Значит, в прошлом году, это был январь, вот заканчивался лунный год, начинался социальный год. И, естественно, это всегда сопряжено с какими-то такими интересными ощущениями, что ты чего-то ждешь. Тут я понимаю, что жду я ребенка возле бассейна в очередной раз. Довезу вот этого ребенка из бассейна до дому, буду ждать следующего ребенка откуда-нибудь или куда-нибудь его везти. Это несмотря на то, что у меня есть еще и поддержка, да, поскольку и плюс уже старшая за рулем. И я помню, как я упала на руль, и почему-то я смотрела вот в темное небо январского вечера 2019 года и взмолилась о том, что, пожалуйста, Господи, я готова, почему-то это было слово «работать», я готова работать, но в моем понимании работа – это всегда мое. Ну вот то, чем я занимаюсь, вот это моя работа, это творческий процесс. На следующий день, наверное, я немедленно получила телеграмму от Вселенной о том, что мой запрос услышан. Эта телеграмма выглядела как странный СМС от моего московского агента, который спрашивал, что один из его знакомых, которых я знаю по Москве, антрепренер, спрашивает, если Амалия что-то писала для театра. Я писала что-то для театра, я даже пыталась ставить эту пьесу, с грохотом провалилась, но тем не менее, да, таки я писала для театра. Я сказала, да, хорошо, ладно.
давай я попробую. И к 11 февраля уже была готова пьеса. А в это время я как раз поехала в Москву. И начался процесс поиска этой пьесой. Уже даже не я искала для нее, а она сама искала свой путь. Сейчас я дописываю, скажем так, переделываю уже, дописываю второй вариант. Ждет продюсер, ждет режиссер, ждут артисты. Скоро я еду в Москву, и этот проект начнет реализовываться. И вот это самый главный процесс, который вот сейчас был. Но на сцене или в кино мы когда вас увидим? Или вы стараетесь держаться в стороне? Вообще ничего не стараюсь нигде держаться в стороне. Я уж куда стороннее можно быть относительно Москвы. Я даже здесь снимала, мне сказали, давай, Амалия, снимай самопробы. И я даже снимала самопробы, это впервые. Оказывается, существует практика, когда актеры сейчас могут снять для себя самопробы. Вот в мои времена, 10 лет назад такого еще не было, а сейчас это появилось и облегчило возможность коммуникации со съемочными процессами. Готовы сниматься за идеи? Вот если будет проект, российский проект. Да. Только за идею можно сделать что-то грандиозное, поскольку художнику. Как здорово, когда художник сочетается с каким-то прекрасным продюсером, который может это еще и облечь в материальную форму, и все останутся довольны. Поскольку, да, артисты и режиссеры в припрыжку поскочут работать бесплатно, поскольку вот это наше идейное начало, оно нас подвигает на гениальные вещи. Но, тем не менее, у нас есть же техническая группа, правильно, которой надо платить, и так далее, и так далее. Нам аппаратуру надо арендовать, площадки. Поэтому подо все это, конечно, нужны деньги. И, скажем так, я в искусстве не альтруист, это точно, поскольку если я буду затрачивать время, а также затрачивать деньги, то, безусловно, затраченное время и деньги, они как-то оплачиваются. Но идею за деньги не создашь. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А есть идея, на которую вот вы никогда не подпишетесь ни за деньги, ни по большой дружбе. Есть какое-то табу? Вы знаете, я не люблю участвовать в проектах болезненных. Сейчас постараюсь объяснить, что это. Например, если талантливый человек накопил столько боли, что эта вот боль нуждается в том, чтобы выплеснуться наружу. Поделись улыбкой своей, и она не раз еще к тебе вернется. А вот болью делиться, я, наверное, вот под это не подписываюсь. Под тем, чтобы делиться или помогать кому-то, да, как актрисе, делиться своими трагедиями на разных уровнях, там, не знаю, восприятия себя, там, на сексуальном ли или на идеологическом, наверное, это. То есть вы считаете, что искусство должно быть и может быть только позитивным, а как же тот же Бодлер, например? Знаете ли, вот вы сказали про Бодлера, так он когда жил? Тогда же не было Инстаграма и интернета и так далее, вот этих всех ресурсов, на которых вы можете кнопочку нажать и в такое окунуться, что мало не покажется, и что может Бодлер по сравнению с теми скорбями человеческими, которые выдаются за все, что угодно, только не за трагедию. Да, это должно быть предметом лайка там, или интереса, или, там, не знаю, или оплати и посмотришь еще больше чего-то такого. Да, поэтому сейчас те, кто может что-то сделать позитивное, должны это делать, ибо вся человеческая боль уже там, в реальных видео выложена. А из последних фильмы Балабанова, если по названиям пройтись, то там «Дурак», например, «Левиафан». Смотрели? Как вот такой вид искусства вам? Новое российское кино? Хорошо, давайте возьмем какое-нибудь гениальное произведение, которое вот уже нет ни для кого сомнений, что оно гениально. Например, «Девятую симфонию Бетховена». Как вариант? Хорошо. И
Гениальность, она может быть в музыке, может быть в кинематографе, там, в театре, но тем не менее она всегда останется гениальностью. Да? Это то, что вечно. Сколько раз вы можете слушать симфонию Бетховена, сколько раз вы можете смотреть любой из перечисленных фильмов? Наверное, это зависит тоже от настроения и состояния. Но ведь кино о боли, даже если мы берем просто искусство, в котором есть боль, оно же тоже отчасти как-то помогает. Хорошо, наверное, так. Оно вскрывает, вот как мне кажется, вскрывает вот эти нарывы, которые есть. Почему но на нужно которые зрителю закрываются нарывы глаза? вскрывать? Простите, Бога ради, там уже все вскрыто. Мы живем сейчас, здесь и сейчас. Время очень изменилось. Все нарывы вскрыты в интернете. Мы все это видим. Вот теперь оттуда привлечь внимание зрителя к красоте, безусловно, очень трудно. Сидим в аэропорту, в комнатке картины по стенам развешаны. Значит, на этих картинах полоски. В основном красная, зеленая, желтая и синяя. Да? И я подхожу к картине, читаю. Как же она называется? Она называется красная, желтая, зеленая и синяя. Я детей позвала. Сын угадал, потому что девочки вначале так задумались, они как бы думали о художнике как-то, что он более как-то хитренький. Нет, вот. А Герман сразу же напрямую ответил, что вот так называется. Все простое, такое вот, что просто сделать, все полоски, все какие-то, не знаю, все, что... Я просто не хочу это перечислять. Все, что вы можете видеть вот в этих маленьких видео, которые просто налипают на ваше внимание, как только вы заходите в сеть, там уже есть. И вот оторвать внимание зрителя от этого, а привлечь к красоте, к тонкому рисунку, к деталям, к рассматриванию красоты, без грохота, без шума, экшена, без того, чтобы... Я тут недавно увидела, как мои дети смотрели какой-то, по-моему, по номеру Рока, что ли, с Сталлоне. И вот там такой нарыв скрывался, кому-то там голову, по-моему, разломали, по-другому не скажешь. И там вот брызгала, и там кровь, мозг и что-то. Зачем мне это? А зачем зрителю? А если мы говорим о добром, вечном и светлом? Вот я, например, мы с вами сейчас живем в Америке, и если сюда приезжают гастролирующие театральные труппы, то это все равно классика обычно. Чехов, Достоевский, ну то есть это классика. А кто будут новыми вот этими революционерами? Кто будет новым Достоевским российским, новым Чеховым? Или все, мы будем выезжать только на том, что уже имеем и накопили? Вот это хороший вопрос мы с вами поднимаем. У меня когда-то мой педагог из Щукинского училища, мой учитель в театре Михаил Григорьевич Цитриняк высказал удивительную идею. Говорит, на какое-то время нужно запретить режиссерам прикасаться к Чехову. И я с ним совершенно согласна, поскольку интерпретация – это то самое, свои какие-то подноготные и подколготные дела туда вот в Чехова и попытаться это интерпретировать со своей колокольни. Нет, есть прекрасные колокольни, замечательно. Очень много всего. Ну, я понимаю, что творческие люди должны понимать, что единственное, что они могут показать, это себя. Вот делает режиссер спектакль. Он показывает себя, он показывает свою вообще психическую неуравновешенность, свои сексуальные перверсии, например, на лицо сразу же. Поскольку я немножечко знакома с предметом там, психологии, я просто прихожу и думаю, ой-ой-ой-ой. Например, вот прихожу и думаю, зачем же было это показывать? Зачем же свои проблемы на весь экран показывать? Вот есть такой вот момент. Поскольку, опять же, прямо-таки финал моей пьесы, в которой есть такие персонажи, как писатель, известный писатель, известная актриса, там, блогер, да, ну, так, персонажи нашего времени. Так вот, мне нужна была речь писателя.
Я думаю, как же, я же не мужчина, как же я напишу речь писателя? Это ж монолог для артиста. И тут мне на помощь пришел Солженицын. Точнее, вначале идея. И я просто еще на ходу к столу, когда я поняла, что меня осенило, уже подходя к столу, и понимая, что вот сегодня я должна написать речь писателя, я уже сияла этой идеей. Я открыла речь Солженицына, Нобелевскую речь Солженицына. И это не моя идея, а Солженицына. Не верите мне? Вот доверьтесь ему, прочитайте его Нобелевскую речь о том, что почему красота спасет мир. Только красота. Никакая наша боль, кому-то показанная, никакой скальпель, который мы какие-то нарывы пытаемся перед зрителем вскрыть, этот мир не спасет. Только красота. Попробуй, сделай красиво. Это уродство, грязь, вот этот вот мерзость всякую, это легко. Ну, Солженицын тоже, на самом деле, довольно тяжело писал, как мне кажется, и тоже немало нарывов успел вскрыть. Но если мы вообще говорим о творчестве в России, да, сильно оно отличается от кинематографа и театральных постановок американских. Что на это влияет? Может быть, какая-то несвобода уже внутренняя? Вы ее, например, ощущаете как актриса? Я здесь не играла. Никогда. Я играла у такого прекрасного режиссера, как Питер Гринуэй, но он не американец. Он как раз делал вот все, что хотел. И с артистами. Артисты для него краски, поэтому там никаких своих идей мне ему высказывать даже было не нужно. Он мною рисовал, когда хотел. А что касается американского кинематографа, это за крайне редким исключением это шоу. Именно поэтому, наверное, мы не можем слишком прочувствовать. Причем я говорю, что именно за исключением, поскольку существует «Зеленая миля», существует «Магнолия», существует кино, над которым вы можете рыдать. Вот это то самое. Это та самая красота восприятия жизни, красота вашего восприятия кино, красота вашего восприятия искусства. Пофантазируем. Да, хорошо, давайте. Вы можете себе Охотно. представить, что вы возвращаетесь в Россию и делаете совершенно все, что хотите? Вот вашему творчеству нет никаких границ и пределов. Ох. Моему творчеству нет никаких границ и пределов. Что вы свободны в самовыражении, что вы свободны в том, что вы хотите и можете делать. Это очень тяжелый вопрос, поскольку вседозволенность и неограниченные возможности уж не мешают ли они творцам. Как только попадаешь в какие-то рамки, то сразу же появляется желание за них выйти. И вот в этот момент выхода за рамки, в чем, собственно, суть профессии режиссера, к примеру, это как раз вот этот вот момент творчества. Когда тебе нечего преодолевать, когда у тебя неограниченность, надо подумать. Это был бы большой проект. Ох, я не боюсь, я просто думаю, что не для этой программы, может быть, это беседа, потому что «Розу мира» Андреева, знаете? Мистическое произведение, в том числе об судьбе России. И там есть удивительная часть этого произведения «Роза мира». Даниил Андреев. У него был еще отец, Леонид Андреев. Оба величайшие русские писатели. Так вот, Даниил Андреев пишет о том, что у каждого государства, так же, как и у России, да, есть две стороны, например, женской энергии. Только, например, да. Вот для меня искусство, да, это все-таки такое какое-то вот рождение, это вот откликается в моем женском аспекте. Ну так вот, вот есть навна. Это все, что чистое, светлое, и это не значит, это не исключает сексуальности даже, но это
это не продажная сексуальность, вот так подыскивала слово. И, скажем так, велга, навна и велга. Вот эти две женские энергии, которые проявляются в культуре любого государства. Так вот, если велга сейчас в современном искусстве, не только российском, а вообще в любом, она проявлена очень хорошо. Когда это называлось там поющие трусы, там, не знаю, по-разному говорили. Девочки называются не виноваты. Покупают их поющими в трусиках и там в маленьких лифчичках. Вот. Ну вот что делать? А девочке хочется на сцену, поэтому она вот будет петь вот так, как скажут. Там, высокие сапожки, платформа, как один человек сказал, когда увидел, по-моему, одну из современных групп, говорит, ну вот, наконец-то сбилась мечта пацанов. Стриптиз объединили с караоке. Вот, то есть, ну вот все, что вы можете сразу же вспомнить, да, тотчас же встанет в вашем сознании. И Анна Леннокс. Вот прямо выстрелило сейчас это имя. Я думала, какой же я сейчас пример-то приведу. Вот певица. При этом в ней море, бездна эротизма. При этом как это высоко. Какой клип не посмотри с ней. Это же женщина. Я думаю, что будь у меня неограниченные возможности в каком бы то ни было искусстве, в российском, в мировом, я думаю, что я попыталась бы воспеть и помочь воспрять вот этому самовыражению человечества, чистому. За судьбу России все-таки переживаете или уже уехали в Америку, и это не волнует сейчас? Как же не переживать за матушку? Там же корни. Сейчас опять зарыдаю. Довольны тем, что происходит сейчас? А что происходит сейчас? Скажите мне. Вы знаете, для кого-то, может быть, и не происходит. Жизнь происходит. Вот именно то, что ничего не происходит сейчас. А когда жизнь – это путь, да? Вот путь, когда куда-то идешь, 7-мильными шагами маленькими, бежишь, ползешь, как Господь на душу положит, какие сейчас физические возможности. Есть ощущение, то, что на этом пути произошла какая-то такая остановка, и все начало тонуть, погружаться в какую-то массу. И вот. А что делать? Делать-то что? Что можно сделать? Я знаю, что сейчас существуют там тенденции там, восхваления власти. У меня когда-то была интересная история. Это было еще давно, там, наверное, больше 10 лет назад, когда интеллигенция уже поругивала, так сказать, правительство. Вот. И была дискуссия про то, что делать, как изменить ситуацию, там, революция, оппозиция. Я сказала, молиться, соборная молитва. Это огромная сила. Она меняет ситуации в мировой истории. Не слышат. Ну вот, как предложение блаженненькой. Вот она за позитивное искусство, да и вообще не блаженненькая ни разу. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что руганью или какими-то... Вот, пожалуйста, возьмем призыв к оппозиции. Прекрасно. Люди выходят на улицу, их избивают. Они потом увечны. Кто за это будет отвечать? Кто скажет, я этому человеку приложу там к ране, поухаживаю за ним, денег его детям дам, если вдруг этот мужчина, который был покалечен на баррикадах, если вдруг что-то с ним случится? Кто призвал людей летом на эти баррикады? Кто их подставил? Внутреннее чувство несогласия. Я вас умоляю, возбудить человека можно к чему угодно. Также возбудить его чувство внутреннего несогласия.
Мы живем в эру огромных духовных знаний. Почему мы продолжаем бороться на баррикадах? Это уже невозможно победить. Там автоматы, там газовые баллончики, там щиты, каски, там кастеты. Кого можно посылать? Почему? Кого совести хватает этих людей посылать на баррикады? Я звоню своему учителю философии, это величайший из ныне живущих людей, Давид Израилевич Дубровский, философ нашего времени, которого никто не знает, но он же не привлекает к себе внимания. Правильно? Он просто сидит и пишет. Я звоню ему, говорю: Давид Израилевич, что там происходит в Москве? И он мне отвечает: Амалия, я не знаю, я работаю. Вот если каждый будет заниматься своей духовной работой, своим предназначением, не пытаться кому-то прорваться там, в Думу, или это так не меняется. По-моему, об этом говорил Лев Толстой. Как давно это было? Что изменили революции 17 года? Какие позитивные изменения произошли для России в целом, как государства? Мы никогда не знаем, что было бы без них. Это Потому да. что, как мы с вами сегодня уже сказали, история не терпит слагательного наклонения. Да. Вы знаете, вот часто, когда я там... Сейчас я на эту тему не спорю. Когда-то, когда я еще спорила, что там вот нельзя есть животных... Нельзя есть животных, ха-ха. Там я не могу без мяса, говорили люди. Кто пробовал? Кто пробовал молиться за президента вместе? Кто хотя бы один раз провел этот эксперимент? Вот чтобы, не знаю, всей страной один разочек. Вот хотите, чтобы что-то было принято, так помолитесь за то, чтобы он принял такое решение. Никто же не пробовал. Амаль, спасибо вам за эту беседу, правда. Это феноменальный для меня пример абсолютных внутренних перемен и внутреннего роста, который никогда не заканчивается. Амалия, спасибо, что были сегодня с нами. Благодарю.